Привет, друзья! В моем доме покупной хлеб – редкость, потому что когда начинаешь печь домашний хлеб, магазинный перестает нравиться. Да и по составу они не равны. Делюсь с вами отличным рецептом молочного хлеба, который очень любят в моей семье. Обязательно попробуйте и поделитесь впечатлениями в комментариях. В глубокую тарелку вливаю 120 мл теплого молока. Всыпаю 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку сухих дрожжей, перемешиваю и оставляю подняться шапочки. В глубокую миску всыпаю 270 грамм просеянной пшеничной муки. Вилкой взбиваю 1 яйцо и добавляю в муку. Вливаю 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха. Теперь поднявшуюся опару. Перемешиваю силиконовой лопаткой до плотного состояния. И выкладываю на рабочую поверхность припыленную мукой. Вымешиваю тесто. Оно получается довольно плотное, но эластичное и слегка липнет к рукам. Скатанное в шар тесто выкладываю в глубокую миску и накрываю полотенцем. В теплом месте тесто простояло чуть больше часа и поднялось в 2 раза. Выкладываю поднявшееся тесто на припыленную мукой поверхность и обминаю его руками. Делю тесто на 2 равные части и каждую из них еще на 3 части. Теперь из каждого кусочка теста катаю колбаску. Соединяю по 3 жгутика у основания и плету косичку. В конце края косички скрепляю между собой, прижав пальцами и подвернув край внутрь. Слегка растягиваю косичку, приминая ее. И выкладываю обе заготовки на противень, застеленный силиконовым ковриком. Накрываю полотенцем и оставляю на 20 минут еще немного подняться. Теперь смазываю косички взбитым яйцом и посыпаю 1 косичку кунжутом, другую маком. Выпекаю в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут до румяности. Готовый хлеб остужаю на решетке. Ставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями и пишите комментарии. А я желаю вам приятного аппетита!